В книгах узбекского кулинара, моего далекого предшественника и в чем-то учителя Махмуда Каримова, я встречал блюдо, которое называется на узбекском языке чумчук-теле. Чумчук по-узбекски означает воробей, ну а теле – это язык, то есть воробьиные язычки. Суть его состояла в том, что очень мелко порезанное мясо жарилось вместе с луком и так подавалось. То есть настолько мелкие кусочки мяса, что можно было сказать, что это воробьиные язычки якобы вот вам пожарили. С другой стороны, в книгах Карима Махмудова встречается рецепт плова, который называется биргюшт биргюруч. Значит, один кусочек мяса, одна рисинка. Почему бы не объединить оба эти блюда? Я думаю, что получится очень хорошо, только готовить я буду сегодня совсем не так, как учил Карим Махмудов, потому что у меня в результате должно получиться некое новое блюдо. Во-первых, топленое масло. Во-вторых, посмотрите, как я режу лук. Я нарезаю лук по меридиану и дальше режу таким образом, чтобы кусочки лука имели примерно форму риса, то есть в длину, не кубики, а в длину. И еще, вот лук нарезанный вот так по меридиану, он меньше выпускает сока. Сок остается внутри него. И если правильно его пожарить, он чем-то напоминает сухофрукты. Впрочем, сухофрукты тоже сегодня будут. Это будет изюм, который сработает в этом плове, я думаю, что очень хорошо. Никаких специй, кроме шафрана, в этот плов я добавлять не собираюсь. Ну что это, я вам все рассказываю, да рассказываю. Давайте уже начнем готовить. Казан. В него опустим топленого масла, там не очень много. Риса я взял 800 грамм. Для того, чтобы обжарить этот лук, вот этого топленого масла пока что вполне достаточно. И пусть лук вместе с ним потомится, может быть, даже при относительно невысокой температуре. Но мы пока будем нарезать мясо воробьиными язычками. Было бы более поэтично назвать его не воробьиные язычки, а соловьиные язычки. Я, кстати, недавно видел здесь соловья, вот на моем участке прилетал. Соловей. Видели, как они выглядят, да? Еще, наверное, помельче воробья. Пока что режем вдоль, этой соломкой мясо. Ну, а потом уж посмотрим. Запахло. Из лука должно получиться нечто вроде меда. Знаете, сам-то я так не поступил, а вот вам посоветую. Для такого рода нарезки лучше использовать мясо, которое вот слегка подморожено даже. Не знаю, там мясо с температурой -3, -4 градуса. То есть достали из морозилки и не дождались, пока оно совсем уже там разморозится, и начинайте нарезать. Аккуратнее получится, лучше получится. Смотрите, пока мясо нарезал, уже лук какой золотистый стал. Его, конечно, тоже иногда надо помешивать. Но теперь можно мясо продолжить жарить уже вместе с луком. Сразу давайте посолим мясо. И жарь, не волнуйся. Пусть жарится, иногда помешиваем, иногда встряхиваем. Так, чтобы мясо прожарилось практически досуха. Ни перца, ни зиры в данном случае не нужно. Аромат от самого пожаренного лука, от правильно пожаренного мяса, и этого достаточно. Теперь можно заняться рисом. Рис, разумеется, замочен заранее. Прибавляем мощность плитки, чтобы кипело очень бурно. Прежде чем опускать рис, добавьте сюда вот так полгорсти соли. Сколько литров воды, столько ложек соли. Здесь 800 граммов риса, значит, воды должно быть как минимум 3,5 литров. 3200. Поднимите рис, чтобы он не лежал на дне. Ну-ка, как тут мясо? Теперь здесь есть влажное мясо, и лук уже не пригорит никак. В принципе, я вот согласен с Каримом Махмудовым. Сейчас это мясо пожарится, если его не пережаривать слишком сильно. Если есть горячая узбекская лепешечка,
Я так посередине разрезал, туда это мясо наложил. Ешь. Знаешь, какой аппетит будет. Хо-хо-хо-хо-хо. Как тут рис. Я вот таймер поставлю. Таймер на 7 минут, потому что 1 минуту он у меня уже варится. 8 минут для хорошего риса басмати 11-21. Если это рис села, то есть пропаренный, хорошо, правильно пропаренный рис, 8 минут это минимум. Возьму щепотку соли и горсточку шафрана. Вот этого шафрана вот более чем достаточно, да, можно сказать, даже на килограмм риса. Соль помогает растирать, можно сахар, можно соль, в зависимости от обстоятельств. Ложку-2 кипящей воды. И все, пусть стоит, настаивается. Пусть шафран заваривается, он точно так же заваривается, как и чай. Да готово мясо. Когда мясо нарезано такими вот кусочками мелкими, 2-3 минуты более чем достаточно. В лук с мясом я добавлю еще и вот этот белый изюм, пиалу белого изюма. Сейчас пускай в масле там опухнет немножко этот изюм. Рис и вот этот зирвак, не зирвак, но в общем вот этот каурма, вот эта обжарка, будут укладываться вот в этот довольно плоский невысокий казан. Я уже объяснял, почему такой казан на электроплите работает лучше. Вот у меня есть здесь обычный казан на дровах. Но меня постоянно спрашивают, а как нам быть, у нас электроплита. Сейчас показываю вот вам, как электроплита. Вот вок у меня есть. Я в воке не буду готовить этот плов. Я в воке только обжарку делаю. Можно было бы здесь обжарку сделать. Сварить рис удобнее вот в такой кастрюле. А вот этот последний этап, очень важный этап, когда рис должен прогреться вместе со всеми остальными продуктами и превратиться в плов, будет происходить в этом плоском казане. Вообще-то его назвали, в магазине его называли вок. Но вок это вот что. Видите, у него шарообразное дно. Вок предназначен для того, чтобы жарить не помешивая, а вот так вот подбрасыванием. Для чего это необходимо? Когда мы мешаем шумовкой, хочешь не хочешь, мы травмируем продукты, превращаем их в кашу. А когда подбрасываем, и особенно если очень высокая температура и быстрое обжаривание происходит, то вот так удобнее. Возможно, вам попадется рис, ну, не такой, как у меня. Каждый рис по-своему варится. Один рис варится дольше, другой рис варится медленнее. Кладете рис на подушечку пальца и давите другим пальцем. Рис должен раздавиться. Вот этот не раздавился, остался каким был. Значит, еще необходимо его варить. Здесь все готово. Здесь лук, изюм, все выглядит одинаково. И мясо вполне готово. И это пахнет пахнет просто восхитительно. Нам уже пора доставать рис. Все эти ориентиры, там, варить 4 минуты, варить 8 минут, варить 12 минут, они не действуют. Вот буквально каждый мешок риса может вариться по-своему. Вот рис лучше покупать большими пакетами, либо большими партиями. Открыли первый, посмотрели, за сколько минут он у вас раздавился, да? И вы знаете уже, сколько этот рис варить. Вот такие пловы ирано-азербайджанские, вот сузма аш мы говорим, да, их готовить гораздо проще. Почему? Потому что легче контролировать. Вот сейчас я вижу, что вот он сварился, вот этот рис какой он стал, посмотрите. Он увеличился почти что в 2 раза в длину, может быть даже больше. Все нормально. Все, перекладываем вот сюда, пускай вода стекает. И сейчас начнем собирать плов. Теперь казан на плиту. На него немного масла. Это масло тоже должно немножко растаять. Но это не для того, чтобы там рис пригорит, не пригорит. С маслом точно так же пригорает рис. Важнее температура. И, кстати, на газовой плите сложнее контролировать эту температуру. А на индукционной плите, поставил здесь, какую температуру тебе надо. Я, например, знаю, что рис до 108-110 градусов не пригорает. Он может подсохнуть изрядно, но не пригорает. Вот первый слой. Лук, посмотрите, каким получился. Он от изюма неотличим лук. Еще один слой риса.
Когда я показывал этот казан, объясняя, что такие казаны работают на плитках лучше, меня все спрашивали, насколько риса рассчитан этот казан. Вот я теперь вам отвечаю, что 800 грамм риса идеально. Что такое 800 грамм риса? Когда вы готовите плов, если у вас на столе будет еще хоть что-то, вот хоть салаты какие-то, не знаю, там, или какое-то первое блюдо подадите, либо у вас потом будет десерт. Не единственное блюдо плов, одно из блюд, которое будет подаваться в рамках там какого-то обеда. 80 граммов риса на одного человека. Это более чем достаточно. Если съедят и скажут, нет, я еще хочу, я сильно удивлюсь. Уж если ничего кроме плова кушать не будут, 100 грамм, 110 грамм риса на человека. Потому что рис разваривается, у вас кроме риса будет же там еще мясо, морковь, не знаю, там какие другие продукты. Вот у меня сейчас сегодня здесь лук жареный, изюм и топленое масло. Поэтому из 80 граммов риса на каждого человека получится порядка 400-450 граммов готового блюда. Немножко сверху разложим масло, чтобы оно таяло, пропитывало рис. Это главная приправа к плову, ну, конечно, если не считать шафран. Шафран, не надо заливать им весь рис, а лейте вот так вот по кольцу. Тогда у вас одна рисинка будет получаться желтая, одна белая. Это красиво. А плов обязан быть красивым. Крышки к этому казану не прилагалось. Да, они мне и не нужны, потому что у меня полно всяких металлических блюд, тазиков и так далее. Вот это блюдо первое ставим прямо на рис. Пусть будет вроде грузика, а вот этот тазик и плоское блюдо вместе создают практически термос. Осталось подождать 35-40 минут. Убрать все на столе и будем кушать плов. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, ну, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, ну, как бы очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. Ну, а тем временем мы готовили чак-чак. Ну, чак-чак – это настолько знаковое блюдо, что чак-чак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чак-чак по-разному. И рассказываем о чак-чаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь.
ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, значит, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита. Прошло 40 минут. Здесь была выставлена температура 111 градусов. Я хочу проверить, при какой температуре нижний слой риса превращается в золотистую корочку. По всей видимости, таких опытов придется поставить несколько, чтобы получить совершенно точный результат. Посмотрите сюда. Значит, вот первый признак хорошего плова, что у вас плов хорошо получился. После того, как он простоял на даме, вы открываете, и рис вот так. Зернышки риса, видите, кверху. Значит, хорошо прожарился рис, хорошо пропекся рис. Теперь я хочу не выкладывать рис, как обычно, шумовкой, а просто взять его и раз, два, три. Ну и поднимаем казан. Что здесь? Все-таки можно было бы поставить температуру еще выше. Но беда вот этой индукционной плиты в том, что вот оно, пятно нагрева, видите, да? И дальше осторожно тепло распространяется по всему казану. Зато эта плитка недорого стоит, а температуру поддерживает ровно такую, как надо. Попробуем разобрать, попробуем посмотреть, что там получилось. Вот она. Ну, подойдите, посмотрите поближе. А? Каково? Не красавец плов? Красавец. Мы сейчас попробуем, я вам потом все честно напишу, да, где-нибудь там в описании к ролику, там, где ссылки на мои книги. А пока что этот плов следует сфотографировать, и, скорее всего, я его помещу в свою новую редакцию книги «Плов. Кулинарные исследования». Потому что этот плов того заслуживает. Приятного аппетита, дорогие друзья!